Все, кто заходит, всем приветы. Всем привет, кто заходит, заходите. Подсказки у нас сегодня. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказка на всех, на 5 будет. Подсказка. Все потушила, потому что сильно что-то загорелось. Сделаем еще раз. Первый огонь был слишком. Свечку зажгла. Добрый вечер. Подсказка на 5, Ирина самая первая. Привет, привет, Ирина. Можно, конечно. Сейчас я все колоды достану. Юсуф, добрый вечер. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Юсуф, если нужна подсказка, пишите. Можно на 5 колодах, можно на одной. Сейчас все посмотрим. Заранее вас благодарю, да. Вас тоже благодарю. Ставьте лайки, да. Как пишет Юсуф, мне будет очень приятно. Как будто у меня все не упало опять. Так, сейчас. Что, как у вас выходные проходят? Хорошо? Все хорошо. Ой, я еще одну колоду забыла сейчас. Как забыла? Не забыла, но... Сейчас. Я ее тут себе утром раскладываю. Каждое утро раскладываю. Забыла ее сюда положить. Так, вот она здесь. Все на месте. Ну, давайте будем смотреть. Спасибо за лайки. Подсказка на всех, Ирина тоже зашла. Подсказка на всех, Юсуфа. Давайте начнем с Ирины, которая у нас закат, там где маки, закат. Вот для Ирины сейчас сначала. Так, сейчас я тут поставлю. Думаю, как бы у меня что-нибудь со стола не грохнулось, это такой будет звук. Так, для Ирины смотрим, для Ирины, да, которая с маками. Смотрим, подсказка для Ирины. Подсказка для Ирины, подсказка. Делайте добрые дела. Это первая такая подсказка. Делайте добрые дела. Так, сейчас. Так, для Ирины подсказка. Прогоните прочь грустные и мрачные мысли. Начните мыслить в позитивном направлении. Такая подсказочка. Классный эфир, Юсуф. Я рада, что вам нравится. Так, для Ирины смотрим подсказку. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Видите, мелкие радости важнее крупных, так что цените и маленькие, и большие, все цените. Нос чешется. Опять кто-то там что-то. Нет, не пьет. Так, для Ирины подсказка. Не унывай, это всего лишь... Смотрите, это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Улыбнись. Это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Так что улыбнитесь. Счастье в мелочах, согласна, да. Это прям 100%. Из мелочей собирается большое счастье. Это мечты наши. Важная неделя будет. Для Ирины послание из будущего. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Видите? Здесь человек рисует, но у вас может какое-то другое быть хобби.
Поэтому отвлекайтесь немножко от забот, от хлопот. Обычно ваши подсказки заряжают на неделю. Я рада. Удачи вам. Пусть у вас будет удачная неделя. Чтобы все было хорошо. Есть у меня хобби, не одно. Я очень понимаю вас. Очень-очень. Так, теперь у нас подсказка Ирина, которая синенькая. Синенький кружочек Ирина. А потом будет Юсуф. Сейчас для Ирины подсказки. Для Ирины подсказка. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Это первая подсказка. Для Ирины. Для Ирины. Синенький, который кружочек. Синенький Ирины. Ой, смотрите, для Ирины не стоит соблазняться. К хорошему это не приведет. У вас есть какие-то соблазны, что-то будет вас соблазнять, или кто-то будет вас соблазнять. Не стоит соблазняться. Торт на ночь есть, или там, не знаю, не спать всю ночь. То есть будут последствия. Смотрите внимательно на соблазны. Для Ирины подсказка. Ой, здесь тоже такая же подсказка выпала. Смотрите, цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Это, наверное, для многих такая подсказочка актуальная. Подсказка для Ирины. Ой, смотрите, я мешала. Не унывай, это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Улыбнись. Тоже такая же подсказка. Две подряд, такие же у Ирины второй, такие же, как у Ирины первой. Благодарю, я вам в свою очередь тоже желаю удачной недели, здоровья. Телеграм читаете? Хорошо, спасибо. Про спину знает. Да, у меня здесь это. Вот, если что, я сняла как бы платочек, как у бабушки, для спины. Я сегодня целый день в нем ходила. Сейчас сняла, потому что жарко, когда эфир веду, жарко. Вот, спасибо вам за добрые слова. Вот. Кто еще в Телеграм не добавился, добавляйтесь в Телеграм. Там у нас теперь две группы, группа и канал. В группе можно будет писать, не знаю, что вам интересно, как у вас день прошел, пожелать там что-то хорошее. То есть писать можно будет прям сообщение. В канале нельзя писать, только в общем, зайдете, узнаете, в общем. Давайте для Ирины посмотрим еще, для Ирины. Послание из будущего. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Ирина, которая с таким синеньким кружочком. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Это из будущего. Вот. Вы из США? Нет, не из США. Украина секс? Нет. По крайней мере, из США это эфир, откуда я веду, да, не там же, где нахожусь, потому что родилась я в одном месте, живу я в другом месте, и много где жила. Может, когда-нибудь я и туда поеду. Карина Бакаева, здравствуйте, можно подсказки? Карина, можно. Подсказку или подсказки? Подсказку. Сейчас мы смотрим для Юсуфа. Мы смотрели для Ирины, для двух Ирин. Да, сейчас для Юсуфа. Для Юсуфа. Подсказка. Откажитесь от всего ненужного. В вашей жизни есть что-то ненужное. Подумайте, что это. Вам это не нужно, в общем. Вот. Так, для Юсуфа подсказка. Негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Видите, что-то, если неприятное случилось, это просто опыт. Сделайте выводы, чтобы больше не делать эти ошибки в будущем, чтобы обращать на это внимание, чтобы больше не вляпаться, короче. Вам просто для опыта какое-то что-то негативное, то, что произошло, это для опыта. Ой, Ирина, благодарю, Алена, очень классно. Ирина, спасибо огромное, удачи вам, чтобы у вас была хорошая неделя и вообще не только неделя. Так, сейчас для Юсуфа подсказка. То, что другие люди думают о вас, это их реальность, но не ваша.
Не заморачивайтесь, видите? Если что, кто что о вас думает, вообще не напрягайтесь, не переживайте, не думайте, кто что о вас думает вообще. Это ваша жизнь, делайте так, как вам хорошо, так, как вы чувствуете, вот как ваша душа просит. Поэтому не заморачивайтесь. Кто что про вас думает, вообще без разницы. Это его проблема, не ваша. Так, для Юсуфа подсказка. Отпусти прошлое. Зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Оставь прошлое в прошлом и двигайся дальше. Юсуф, это прям с первой. Вот тут у нас на первой откажись от всего ненужного было. И здесь тоже вот у вас отпусти прошлое. Что-то нужно отпустить и идти дальше. Было, как бы это опыт определенный. Нужно планировать свое будущее. О, кстати, выпала карта, когда я мешала. Для Юсуфа. Пора встретиться с друзьями, вы давно не виделись, удели им время. Вот. Сейчас, Юсуф, я вытащу, она просто выпала, когда мешала. Но я не вытаскивала, она просто сама. Сейчас я вытащу. Так, для Юсуфа. Ты ограничиваешь свои возможности, пора выходить из зоны комфорта. Видите, у вас больше возможностей, чем вы себе можете представить. Вы просто еще не знаете, что их много, больше, что мир огромный, возможностей больше. Позвольте себе вот этот вот большой мир возможностей. Скажите, что да, в мою жизнь приходят возможности, все будет хорошо, то, что вы хотите, пусть приходит. Так что удачи вам, пусть у вас все получится. Вы откуда? Если вы откуда, это значит, где я нахожусь, это Москва. В данный момент, по крайней мере. Вот. Зачем это я вам не знаю. Я не гадаю. Если вам нужны подсказки, пишите подсказка. Подсказки у нас бесплатные. Ставьте лайк на трансляции. И напишите подсказки. Только подумайте про то, что вас интересует, зачем вам эти подсказки вообще нужны. И нужна одна или на всех. Тоже напишите, если вам это действительно надо. Сейчас у нас Карина Бакаева. Подсказка. Для Карины подсказка. У нас вопросы для новеньких. Один у нас новенький. Вопросы у нас за донаты. Донаты у нас 150 рублей, один вопрос. Если хотите прям что-то, вопрос спросить. Подсказки у нас бесплатные. Можете просто написать, если вам нужна подсказка. Подумайте о том, на что у вас там, что вы хотите, на что вы хотите совет, подсказку. Вот. Так. Карина Бакаева. Карина Бакаева. Подсказка для Карины. Не отказывайтесь от новых знакомств. Смотрите. Карина Бакаева, это вам. Не отказывайтесь от новых знакомств. Видимо, в вашу жизнь будут новые люди приходить, новые знакомства, поэтому вам тут совет дается. Не отказывайтесь, знакомьтесь, общайтесь. Вот. Инга, здравствуйте. Можно одну подсказку? Можно? Можно. Кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что эфиры у нас проходят пока что по субботам, но в разное время. Ну, вечером, после 9 обычно, но сегодня вот пораньше. Но могут быть в разное, поэтому я вам говорю нажимать на колокольчик, чтобы вы не пропустили. Ну, вдруг вам важно будет, нужна подсказка. Вот, из этих соображений, если что. Вот. Инга. Сейчас подсказку дам. Для Инги подсказка. Настройтесь на удачу. Вот то, о чем вы подумали, да, что вас волнует, вот настройтесь на удачу, все будет хорошо. Все получится, все будет хорошо, неделя будет хорошая, или там что там загадали, все будет нормально. Оксана Иванчевна, здравствуйте. Приятных вам эфиров. Можно подсказку? Да, можно. Оксана, можно. Ладно. Сейчас. Оксана Иванчевна.
Оксана Иванчишина. Подсказка. Относитесь ко всему с чувством юмора. Видите, относитесь ко всему с чувством юмора. Такая подсказка сегодня. Вот. Ой. Пока подсказок нету. Если кому нужна подсказка, напишите подсказка. Я дам подсказку, да? Вот. А пока сейчас давайте будет 10 посланий из будущего. Но это будет общий расклад, как бы общий расклад. Посланий из будущего будет 10 позиций, 10 цифр, 10 посланий. Загадывайте цифру от 1 до 10. Можно загадать какую-то одну цифру, можете загадать несколько цифр. В общем, послание из будущего вам будет. Можете подумать о какой-то ситуации, например, там на одну ситуацию загадать одну цифру, на другую ситуацию другую. Благодарю вас за ваш труд. Сейчас юмора не хватает, да? Спасибо, что приходите на эфиры. Мы тут с вами поболтаем немножко, развеемся. Мне очень приятно, когда вы приходите на эфиры. Вот. Еще бы можно было вместе всех увидеть, да, вот так чайку попить, поболтать, руку пожать, так как бы вот, да. Давно не виделись, сказать. Было бы вообще супер. Когда-нибудь такое придумаю, да? Ну или просто встретиться надо. Давайте 10 позиций будет, да, можете загадать любые цифры. Сейчас будем послание из будущего смотреть. Вы можете загадать одну цифру или две, там, на разные ситуации, или просто послание на сейчас, на данный момент, которое важно вам услышать. Загадали 10, будет 10. Первое послание. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Видите, кому-то вы сейчас поможете, и потом этот человек вам поможет в будущем. На работе у кого-то что-то не получается, там с программкой, ой, что-то удалил, где, не могу найти. Вы помогите, потом этот человек вам поможет, как бы, ну, вот такой вот обмен. 2. Кто загадал 2? Позвони тому, о ком, смотрите, вспомнил первым, как только дочитал послание. О ком вы сейчас вспомнили? Самого первого человека, о котором вы подумали, позвоните. Видимо, это нужно. Так, 3. Кто загадал 3? Эфир же все нормально, что-то у меня немножко поменялось. Так, 3 цифра. Нужно немножко подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Видите, нужно немножко, чуть-чуть подождать. Всему свое время. Все будет, но не сейчас. Чуть-чуть попозже. 4. О, 4, побалуйте себя, смотрите, делай то, что дарит тебе радость. В общем, вы знаете, что вы любите, побалуйте себя. 5. Кто загадал цифру 5? Послание из будущего. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. В общем, вы поняли, что делать, да? 6 позиция. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Купите какую-нибудь вкусняшку, что-то необычное. Кофе какой-нибудь купите классное, попробуйте. Если вы никогда не делали кофе самостоятельно, сделайте его сами. Ну, то есть, как бы в кофемашине, например. Мы, знаете, как кофемашина, мы приходим утром на работу, кофемашина просит у нас засыпать зерна, залить воду, промыть там вот после молока эту штуку, ой, почистить поддон, я помню. Ладно, дальше давайте не буду, это, в общем, дальше 7, кто 7, это чувствую, кто-то ждет 7. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно, 7, 7, счастливчик. 8. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Что-то важное. Ну, сейчас вспомните, и все это как бы исправите. 9. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании.
Видите, какой-то близкий человек нуждается в вашем внимании. Сделайте ему сюрприз. 10. Кто загадал? 10. Останови. Что-то важное вы упускаете. Видите, нужно остановиться и оглянуться вокруг, чтобы не упустить что-то важное. Все, 10. Кто там еще не успел или кто сейчас заходит, можете перемотать. Там 10 посланий из будущего. Вот можно какое-то одно выбрать и посмотреть. Что-то у меня тут изменилось, но вроде как все идет эфир. Алла, добрый вечер. Можно подсказку? Можно. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Посмотрим подсказку. Так, подсказка для Аллы. Подсказка. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Будьте решительны. Что вы там хотели? Удача вам улыбнется. Классно. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Я думаю, сегодня эфир будет недолгий такой, потому что людей мало. Получили подсказочки и пошли дальше. Спасибо, Алла, вам тоже спасибо. Вот, так что сейчас давайте еще сделаем общий расклад. Что делать, чтобы неделя была хорошей, следующая неделя, чтобы была классная, да? Сейчас посмотрим, что нужно делать, что не нужно делать. Это общий расклад. 3 позиции будет, загадывайте свою, 1, 2 или 3. Практически личный расклад, тут народу вообще мало. Ну, в общем, смотрим, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей, что не нужно делать. Первая позиция, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошей. О, здесь смотрите, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей. Нужно по плану все делать. Это все, что запланировали. Там пойти к врачу, работать с утра до ночи, например, там сходить там к репетитору или на танцы. Вот все, что вы запланировали, туда и идите. Не отменяйте вообще никаких планов. Вот вам нужно делать все, что вы запланировали на следующей неделе. Вот все, как вот вы задумали, записали, запланировали, там вот не знаю, все, что вот у вас по плану, все четко, вы не должны вообще от этого отступать. Чтобы неделя была классной, вам не нужно отлынивать от этих задач. Все, что запланировано, все должно быть сделано вовремя. Стабильность должна быть, постоянство, стабильность, вот эти действия должны быть постоянные, повторяющиеся. Что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая, вот не нужно отлеживаться, отмалчиваться и говорить: ой, мне плохо себя чувствую, я хочу поспать, я никуда не пойду, мне неохота. Нетушки, вот если вы вот уже решили, да, уже у вас план есть, вот, то его нужно придерживаться. Чтобы неделя была хорошая, не надо вот лежать и себя жалеть, что никуда не пойду, никуда не хочу, неохота. В общем, вот, это для единичек. Кто загадал 2? Чтобы неделя была хорошая, что нужно делать? Вот тут еще с кучей карт. Что не нужно делать? Захотели. Так, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей? Чтобы неделя была хорошей, вы можете начинать что-то новое, какие-то новые начинания, идеи. Принимайте подарки, которые будут вам давать на этой неделе. Какие-то предложения, если вам будут говорить, то рассмотрите. Не обязательно принимать, но рассмотрите, потому что какое-то из этих предложений может быть хорошей возможностью для вас. Вот. Если предложат работу, тоже обязательно рассмотрите этот вариант. Отношений то же самое касается. Подумайте об этом. Это может быть хорошим началом. Начало любого дела, идеи, там, можете копилку там сделать, начать откладывать. То есть любые начинания, они положительные. Это они потом в рост могут пойти. Любые действия, которые вы будете делать, они могут пойти в рост и в прибыль. Видите, тут денежка вы можете накопить, и это начало послужит для вас. Что не нужно делать? Не нужно уходить от проблем, не нужно тратить деньги на путешествия, я бы так сказала, на дорогу, не нужно куда-то ехать. Если у вас намечалась какая-то поездка, то, возможно, она будет отложится, возможно. Вот. В общем, очень хорошенько подумайте, прежде чем что-то там решать. Подсказку можно, да, Анна Марчук, здравствуйте. Подсказку на всех колодах можно. Сейчас посмотрим еще третий вариант, что нужно и что не нужно, чтобы неделя была хорошая, да.
Третий вариант сейчас посмотрим. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно идти к своей цели и добиваться. Нужно со всеми людьми ладить и общаться, так знаете, аккуратно, гибко, по-доброму надо со всеми людьми общаться будет, не конфликтовать, по-доброму идти навстречу, находить компромисс. Вот, и тогда к вам будут поступать новые предложения, новые клиенты могут прийти. То есть хватайтесь за все, что будет приходить. Потому что вы с любыми проблемами вы справитесь, можете ставить себе цели какие-то, потому что вы все их сможете реализовать на этой неделе. У вас будет достаточно энергии, чтобы справиться со всем. Так, сейчас. Проявляйте себя как классный специалист, потому что вот за то дело, которое вы будете браться, вы его знаете. Вы хорошо знаете. Думаю, какую музыку поставить? Чтобы не отвлекало нас. Вот. Проявляйте себя как специалист, беритесь за все. Не говорите, что я не могу, вы в процессе разберетесь. Что не нужно делать, не нужно показывать себя вот именно, вот, что вы как будто ничего не знаете, что вы начинающий, что у вас нет знаний. Вот это не нужно делать. То есть у вас будет столько сил, что вы разберетесь с любыми, там, вот, что у вас там предстоит, то вы разберетесь. Не нужно показывать другому, что вы вот в чем-то не специалист или вам не хватает знаний, какой-то информации. Не нужно об этом говорить, потому что вы все это найдете и как бы все будет нормально. Это вообще не проблема. Вот. Не нужно показывать себя неопытным там, да. Кверти. Можно подсказку, Ирина? Спасибо. Можно. Сейчас у нас Анна Марчук по подсказкам. Сейчас. На всех колодах Анна Марчук. Покажем, что мы крутышки. Да, потому что будет такая энергия, что можно ставить цели, браться за все абсолютно, что будет приходить, потому что вы справитесь, и среди этого вы потом можете найти постоянных клиентов, вы можете хорошо заработать. Вы даже можете не подумать, что там что-то может получиться, а при встрече у вас потом пойдет так, что можно даже на полгода там, или на долгие года эти клиенты останутся с вами, и вы можете хорошо как бы поработать вместе. Ну тут да, и в отношениях тоже так же, как бы это надолго. Вот. Найдете подход и надолго будете общаться, и комфортно будет вам. Поэтому не думайте, что вы что-то не сможете, вы сможете все. Анна Марчук, подсказка. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Анна Марчук, первая подсказка. Избавляйтесь от этой ерунды, не нужна она вам. Неуверенность и пессимизм. Нет, не знаете вы этих слов совсем. Забудьте про них. Так. Анна Марчук, подсказка. Не стоит соблазняться, к хорошему это не приведет. Вас будут чем-то соблазнять или кем-то, кто-то вас будет соблазнять или что-то такое, какие-то будут соблазнительные моменты, когда вам будут, ну возьми, ну давай, ну съешь там, например, да, на ночь в 12 ночи торт там, ну не знаю, ну что-то такое будет соблазнительное. Ну давай, купи эту штучку, ну дорогая она, ну и все, ты же хочешь, да, ну что-то, не знаю, или кто-то будет вас соблазнять там, куда-то пойти, ну пойдем на эту вечеринку. В общем, как-то вас будут соблазнять, но не поддавайтесь соблазну. Подумайте еще раз, подумайте все, прежде чем согласиться. Анна Марчук, подсказка. Не спешите, все сбудется в лучшее для вас время. Не торопитесь, не спешите. Все сбудется, это самые главные слова. Я так думаю. Вот, чтобы успокоиться и быть спокойной. Да. Для Анны Марчук подсказка. Две подсказки. Первая подсказка. Умерь свое эго, хватит зацикливаться на себе. Ты не центр вселенной.
Это я не знаю, что касается. В общем, ну, как бы что-то это касается чего-то. И вот еще, это твоя вина, ничья больше. Ты уже большая девочка, перестань винить в своих ошибках других. В общем, что-то там сделали, может быть, не так. И думаете, что виноват кто-то другой, да? Но подумайте, что, может быть, вы сами что-то сделали не так. Как бы, ну, это нормально. Это как бы... Это определенный опыт, как надо делать и как не надо. Если вы знаете, как не надо, значит, вы уже точно будете знать, как надо. Ну, обычно нас учат так. Точно недавно был такой совет про родственников, да? Совет от родственников. Анна Марчук. Послание из будущего для вас. Эти трудности временные. Скоро все наладится. Наберись терпения. Здесь тоже ключевые слова. Скоро все наладится. Все наладится. Видите, терпение только. Нужно терпение. Вот. Так что, Анна Марчук, спасибо, что пришли на эфирчик. Кого нет в Телеграме, заходите в Телеграм, там сможете общаться друг с другом, если вы на канал зайдете. А нет, если вы в группу зайдете. Там у нас теперь канал и группа. Спасибо, но вам тоже спасибо. Терпение, терпение. Очередь большая. Кока-кола, да нет очереди. Я сейчас Ирине отвечаю на вопрос. Вернее, на вопрос, подсказку. Кверти. Можно подсказку? Ирина, спасибо. Вот, для вот этой Ирина с оранжевым значком. Подсказка для Ирины. Подсказка. Доставьте себе удовольствие. Вам лучше знать, что это. Доставьте себе удовольствие. Вы знаете, что вам доставляет удовольствие, поэтому такая подсказка. Какой очереди нет вообще. Можете писать, если вам нужна подсказка. Всем ответила. Всем ответила. Кому подсказки, пишите подсказка. Мы даже уже общие расклады сделали на следующую неделю, чтобы можно было посмотреть записи, если кто не видел. Вот, так что еще можно посмотреть общий расклад, действовать или не действовать. Вы можете загадать ситуацию, какую-то ситуацию, которая вас волнует. Действовать вам вот сейчас или нет? Можно посмотреть. Подсказку, Мария, можно. Сейчас Марии дадим подсказку. Так, подсказка. Подсказка для Марии. Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Мария, вот такая вам подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Давайте посмотрим, действовать вам или нет. Будет 3 позиции. Загадывайте. Ну и ехать или не ехать, идти или не идти, это тоже будет действовать или не действовать, да, например, там, корпоративчик, например. Максим, привет. Привет, Максим. Так. Ой, как хорошо, благодарю, Мария. Удачи вам. Спасибо, что на эфирчик заходите. Ставьте лайки, заходите, у нас по субботам эфиры. Нажимайте на колокольчик, там подпишитесь, чтобы не пропустить. Подсказки у нас всегда бесплатные, так что приходите. Давайте, загадали 3 позиции. Действовать или не действовать? Первая позиция. Тудун! Ой, ну здесь вы можете действовать, но вам будет очень тяжело. Здесь, если действие, то очень тяжелое. Здесь груз ответственности, здесь очень много обязательств, очень много всего. Но вы можете действовать, но вам будет очень тяжело. К чему эти действия приведут? Короче, по действиям будет очень тяжело.
я бы переждала бы этот момент, лучше не действовать. Потому что результат неизвестно, какой вы получите. Может быть, даже можете заболеть. То есть слишком много, если будете действовать, вы на себя возьмете слишком много обязательств, слишком много дел, которые можете не вывести самостоятельно. Это может сказаться потом на здоровье, можете заболеть. Поэтому, если вы уж решитесь действовать, то распределите обязанности. Или лучше не действуйте, подождите лучше пока, переждите немножко. Добрый вечер, Виктория. Подсказку можно, да, сейчас мы посмотрим еще второй, третий вариант, действовать или не действовать, и посмотрим. Так, второй вариант, действовать вам или не действовать сейчас. Вы можете наблюдать. Не действуйте. Если вы хотите что-то купить, соберите побольше информации, где скидки, поторгуйтесь, то есть, движуха такая должна быть информационная. Деньги подкопить, информацию собрать, поторговаться. А вот попозже, там будете действовать немножко попозже. Если это касается поездки, то там появится шанс переехать, поехать, уехать, приехать, что-то с поездкой. Но если чуть попозже. Двоечки пока нет. Третья позиция, действовать или не действовать. Третья позиция тоже наблюдайте. Если это касается карьеры, то здесь просто нужно делать обычные дела, которые вы делаете. Здесь действий нет. Вы просто делаете то, что делали раньше. Здесь не нужно ничего сильно менять. Если это касается карьеры или там общения, то делайте то, что делали раньше. Если вы были активны, то продолжайте быть активным или активной. Но действовать пока переждите. Здесь тоже наблюдательная, выжидательная позиция. Действовать в зависимости от того, как будут с вами. Так и вы, но лучше пока нет. Тинь-тинь, я вижу вопрос. Сейчас донатик посмотрим. Сейчас посмотрим. Стоит ли писать задуманное СМС, да? Карта выпала. Подумайте, говорит, подумайте дважды. Сейчас, тут нет определенного ответа. Оплатила Кока-Кола, да, вижу. Тут как бы 50/50 сейчас выпала карта. Ёшкин, Матрешкин, сейчас. Музыку просто переключила, а то там музыка такая какая-то дурацкая пошла. Свети, затем. Если вы напишете, он будет в замешательстве, он не будет знать, что вообще делать, видите, он будет думать, а что вообще, что делать, с этой информацией. Вообще отношения возобновятся. Какая реакция будет, да, если вы ему напишите это все, объясните, да. Он сначала, он, конечно, будет что делать, он такой, потом возобновятся, какая реакция будет, видите, возобновятся отношения, да, возобновятся. Приедет как герой, так как придет, довольный, меня ждут, я еду, такой весь. Нет, поздно, девочка дорогая, нет, он просто будет неожиданно, это для него неожиданно будет, и он вы его застанете врасплох, у него сразу только мысли, и он не будет знать, то есть, смотрите, он будет очень доволен, видите,
отношения возобновить захочет. Да нет, сейчас посмотрю, если у него другая. Нет у него другой. Он ушел и один. Нет у него другой. Что-то... У меня даже такой мысли не было, что у него кто-то есть. Просто он будет в замешательстве. Ему очень понравится это. У него сразу мысли будут на новые отношения. Как бы все должно быть нормально. А вот легкие эти отношения будут или серьезные, это, конечно, здесь надо будет решать. Так, как он будет воспринимать эти отношения? Как начало новой страсти, новой возможности, новая страсть, вперед, опять как бы начинаем там и в общем, как ракета, ну, на развитие отношений, на развитие, тут страсть будет. Вот. Ну, начало нового, будет много мыслей, что начнем опять снова, там, как бы, вот это вот будет. Он может думать, кстати, он вас может ревновать. А проявляться может, знаете, как неопытный какой-то мальчишка. Я не знаю почему. Он вас может ревновать. Добрый вечер, С. Кстати, между вами, возможно, стабильные такие отношения, стабильные, ровные, когда вот все такое вот, утром позавтракали, чмокнули друг друга в щечку, проводили на работу, пришли там домой. Ну, вот такое вот ровное, такие ровные, спокойные отношения, когда вы наполняете друг друга, это может быть. Но тут еще будет замешана страсть. И, ну, тянет просто его к вам по страсти. А он не ответит, инициатива от вас. Я говорю, он будет в замешательстве. Он вот если напишите, как быстро он ответит-то. Ну, он ответит быстро. Но что-то он может, знаете, он может что-то ответить такое, что вас не устроит этот ответ. Вам он может не понравиться. Это может быть связано с ревностью, или, может быть, вы поссорились на какой-то почве. То есть он может вам как-то это припомнить в сообщении. В общем, он может вам ответить, но вам его ответ, вот его сообщение, может не понравиться. Я вижу, вау, я сейчас отвечу. Всем по порядочку. Да, но он потом сменит гнев на милость, и он потом решит строить отношения. Он будет бояться строить отношения, кстати, с вами, потому что был определенный опыт. И я не знаю, что там случилось с вами, но он бы не хотел, чтобы приходилось бы ему опять с этим столкнуться. Он бы хотел немножко по-другому строить отношения. Вот что такое, если было не очень приятно, он бы не хотел через это проходить снова. Но он отреагирует, и лучше уже... Нет, тут нету про недоверие. Просто ему, понимаете, был опыт, и он, естественно, он будет бояться, у него будет страх. У него будет страх, что это может повториться. Вот он обжегся уже на чем-то, да, вот с вами, допустим, вот что-то такое произошло, он обжегся, и он уже будет бояться, что это может произойти снова. Поэтому сразу так он не решится. Я же вам там раскладывала через какое-то время.
Ему нужно подумать, ну что ж, мужчина так быстро, что ли, как бы, вы тоже сообщение можете прочитать, можете быть с друзьями и не можете не ответить, например, в этот момент, или что-то там делать тоже. Вот я, например, веду эфир, напишет мне, я вот не отвечу, как бы некогда мне, а он там будет, да, вот, например, вот в голове крутить, думать, почему она мне не отвечает, все, и пока я веду эфир, например, часа 3, например, да, ну, допустим, может, час, он уже и сойдется со мной, и разведется со мной в мыслях, да, то, что есть не надо надумывать, нужно немножко ждать, нужно отдавать инициативу мужчине, не давить. Вы ему информацию сказали, то, что хотите сказать, например, и потом ждете от него реакцию, то есть он должен уже подумать, и он вам скажет, что чем больше будете давить, тем меньше ему захочется вам ответить. Мужчина не любит давление. Да и вообще, девчонки тоже, я бы не сказала, что любят давление, девчонки. Вот. Так что не надо давить, дайте время человеку. Вы вчера написали, он прочитал? Вот узнать, прочитал ли он, думает, наверное. Так. Он ответит, когда решится на отношения. Видите, он сейчас закрыт от отношений. Но как только он решит возобновить, он начнет активные действия. Он найдет, как приехать, что написать, он начнет. Но подождите, ну как бы ему нужно дать время. Вы можете ему еще написать, если хотите. Вы можете и написать, и подождать. Вы можете и написать, и подождать. Видите, тут два варианта допустимые. Если вы напишете, будет все как раньше, вернется все. Если вы напишете, то будет, ну, если будете продолжать что-то писать, да, то реакция будет такая же, как раньше. А если нет, то он также он будет стоять перед выбором, здесь влюбленные, ну, как идти с вами в будущее или нет. Но вы знаете, если вы не будете настаивать, он примет лучшее решение. Да, если вы не будете настаивать. Решение вам больше понравится, если вы отдадите ему принять решение. То есть сильно не давите. Ну, вы можете ему что-то там объяснить, написать, но не давите на него сильно. Он сам должен принять решение. Вот когда мужчина сам принимает решение, результат лучше вас порадует. Смотрите, он, Кока-Кола, он о вас думает, и нифига он с вами не решил закрыть историю. То есть, как бы, это вы для него большой соблазн. Так что ему и хочется, и колется, и, в общем, он поддастся соблазну. Так что... Не закончили вы еще историю свою, общение? Так что тут нету такого, что вам не нужно писать или нужно. Тут ну и расставания у вас нету. Ему нужно временно подумать. Да, нужно немножко больше времени ему, чтобы подумать. Он свои границы закрыл, теперь ему надо опять их открыть. Вот. Это тяжело ему, для него это. Закрылся он, и он боится. Он перед выбором, он боится, не решается. Надо же все обдумать. Можете писать ему о прошлом. Можете писать о прошлом, он так быстрее может принять решение. Но не давите на него сильно, но можете писать. Так, Кока-Кола, вам подсказка на этот ваш вопрос. Подсказка. Поверьте в свои силы.
Видите, поверьте в свои силы. Так что так. Пишите от прошлого, да, и он... Ну, то есть вот здесь так. Можете писать о прошлом. Давайте посмотрим еще донатик. У нас тут по донатикам очередь немножко. Сейчас Ирина будет, потом Сахоба. Александра М. Можно подсказку? Добрый вечер. На всех колодах, только у нас очередь, немножко подождете, ладно? Вот. Ирина, да, на что нужно обратить внимание в ближайшие несколько месяцев, в ближайшие 2-3 месяца, да? На что нужно обратить внимание? Вот, на что нужно обратить внимание, самое главное, на какую сферу вашей жизни. Ирина, на что нужно обратить внимание? На сферу финансов и семьи. Видите, Ирина, на что нужно обратить внимание? Я ваш донатик смотрю. На финансы, на накопление, какие-то семейные накопления, семейные покупки, дни рождения. То есть на вашу финансовую составляющую, на что вы тратите деньги, как вы копите там, да. Надо обратить внимание на, может, какие-то дополнительные доходы, откуда они могут идти. Вы можете приумножить деньги. Здесь семья, деньги, дом. Вот такой вот. Ну, на финансовую, в основном на финансы надо обратить внимание. Ирина, слушай. Вот. Если какие-то будут вопросы, вы дописывайте, да, мы все спросим, потому что вдруг я что-то не скажу. Сейчас финансы в первую очередь. Финансы, семья. Здесь нужно как можно больше движения, общения. По карьере. По карьере очень вы можете хорошо продвинуться. Здесь главное много общения и движения с каким-то мужчиной. Может, у вас мужчина-руководитель, или от мужа может это зависеть. Нужно обратить внимание на карьеру. Вы можете, кстати, продвинуться в карьере. Если там какое-то повышение или кто-то будет уходить, да, старайтесь предложить себя на эту должность. Ну, то есть это же повысит вашу зарплату. То есть у вас есть возможность будет заработать. Вот обращайте внимание, если в карьере какие-то будут передвижения, движухи, предложения, типа чему-то обучиться, чтобы занять лучшую должность, или кто-то уходит, да, то вы предлагаете себя, скажите, предложите, то есть то, что я могла бы там, да, я вот могу, я знаю, я научусь там, я вот хочу, мне вот деньги нужны, мне надо зарабатывать, да, ну то есть что-то такое вот, какая-то движуха, если будет, прям сразу скажите, что я первая, я. Вот здесь какие-то, знаете, у вас даже здесь общение с мужчиной, если это про отношения, может быстро привести к его предложению руки и сердца. Тут как-то так. Потому что, знаете, вот тут вот какие-то быстрые у вас действия, как вот общение с мужчиной, и здесь вот как бы императрица. Плюс еще 10 пентаклей, тут тоже семейная карта. То есть какое-то предложение от мужчины может быть, если вы с кем-то давно встречаетесь. Нет, не с Виктором. Виктор может что-то схитрить. В общем, вот так вот, вокруг пальца отвести. Виктор с хитринкой такой. А вот Тарас, вот тут вот да, вот он может. Это вот с Тарасом может быть серьезные отношения. 10 кубков или какое-то желание ваше исполнится, или даже вот на семью это может быть, на серьезные отношения какие-то. Или где-то классно отдохнуть. Или вот начать строить отношения классные. Вот. Тараса. Но здесь он поможет вам что-то вот классное он вам сделает. Не знаю, но вот с Виктором нет, а вот с Тарасом он может вам может по карьере помочь, но какое-то ваше желание поможет исполнить. Если это вот не семейное, не близкое, то может быть по карьере что-то может, вот именно продвижение.
Какое-то желание ваше исполнить. То, чего вы хотели, вот и вот он может в этом помочь. Не знаю, почему так связано с ним. Как он может вам помочь? Как он может вам помочь? Какое-то желание, вот что-то связанное с вашими чувствами, вот именно то, чего вы хотели. Вот он может вам помочь, видите, вот от туза до десятки аж, то есть исполнится ваше желание, какое-то исполнить желание может помочь вам. Вот туз это начало, а десятка это когда вы уже все, вы уже получили то, что вы хотите и кайфуете от этого. Он может вам помочь в этом. Не знаю как, но вот как-то. Насчет зарплаты, говорю, если будет какая-то движуха, вы всегда говорите. Или там, если вы хотите прибавку к зарплате, то вы поговорите, скажите, что вот давно не прибавляли, есть ли возможность. То есть мне нужна зарплата побольше, что нужно для этого сделать? Чего-то научиться или что-то дополнительное, или может быть вы поговорите по карьере, потому что по карьере здесь очень возможно движение у вас. Не так, что просто он, не зная о том, что вам нужно повышение, или вы хотите там больше денег, да, он вам повысит. Нет, вы должны об этом сказать, вы должны сказать, что вот я хочу, да, и как бы дальше двигаться и развиваться. Что он может предложить там? Как это можно сделать? Может, какие-то внедрить новые предложения по работе. За это тоже бывает премии дают. Ну, на некоторых работах. Не на моих, но другие мне рассказывали. Что если какие-то предложения об улучшении работы, там, рабочего процесса, то дают премию. То есть здесь по работе нужно поговорить. Увеличение денежного, вот это финансового, это очень даже возможно. Так что вы можете поговорить, сказать, вот мне давно не повышали зарплату, как-то можно? Я же там... Ну, в общем, подумайте, как это лучше, потому что вам лучше знать, какую работу вы делаете, как давно вы работаете, как вы себя показали, какие у вас отношения, и есть ли там рост, да, какие-то должности, которые вы можете занять. Я говорю, люди, может, какие-то уйдут. Может, вы кого-то обучаете, поэтому можете попросить прибавку. То есть, вы просто можете подумать, как у вас там дела обстоят, чтобы это проработать правильно. Вот. Так что у вас тут все возможности есть. Вот события по повышению, по благосостоянию, по финансам, увеличить свои финансы, у вас очень хорошие шансы. Да, вот по работе у вас будут приходить предложения, и вам нужно будет даже делать выбор. Видите, вам могут что-то такое предложить, когда вам нужно будет подумать, хотите вы этого или нет на работе. Вы будете думать. Опять же, выбор. У вас будет ситуация выбора, и вы будете выбирать, будете стоять перед выбором. Выбирайте то, что в работе вам предложат, работать в какой-то команде, например, да, что-то такое, повышать свои навыки какие-то, чему-то обучиться. Выбирайте вот это вот. Здесь информация, знания, командировки, общение. Тут немножко может измениться само ведение вот этой работы. Сейчас я тут посмотрю. То есть какие-то изменения происходят, и вы в теме должны быть, чтобы вас выделяли и... Ой, я не знаю, ценит ли он как сотрудника, это уже дальше вопрос, это уже другой вопрос. Это кто ценит как сотрудника? Тарасов? Ситуация с родственницей разрешится или будет ухудшение? Не разрешится. Ситуация не может разрешиться.
Из-за каких-то ограничений, возможно, ограничения надуманные, возможно, они в голове. Из-за каких-то ограничений не разрешится ситуация с родственницами. Не лучше, не хуже. Вот лучше, если будет, но не скоро. Не скоро. Нет, не разрешится. Пока что нет. Сейчас вам подсказку посмотрю. Но обращайте внимание, в общем, на свою работу, на финансы. И будут возможности, вы прям только замечаете, обращайте внимание. Не упускайте возможности, которые будут появляться вокруг. Так, подсказка для Ирины. Проявляйте активность. Вот, кстати, да, проявляйте активность, чтобы проявить себя. Если даже вот на работе скажут, вот надо сделать вот это, кто сделает? Сразу скажете, я сделаю, там, или вот у нас новый проект, или что-то новая задача, мы еще не делали это. Давайте я сделаю, скажу, сейчас разберемся вместе, там, сделаем, как надо, что надо делать, скажите там. То есть проявляйте активность. То есть, как бы, вот я хочу заработать, я хочу зарплату побольше. Что мне нужно для этого сделать? То есть, ну вот просто вы подумайте, как это обсудить. У вас будут возможности, поэтому не упускайте. Вот. Сейчас подождите по подсказкам. Вы пишите, да, я посмотрю в порядке очереди. Сейчас у меня Сахоба. У нас платные вопросики. Сейчас мы посмотрим донатики сначала. Восстановятся ли семейные отношения в течение года? А что значит восстановятся ли семейные? Ну ладно, это вам виднее, да? Сейчас посмотрим. Сейчас можете не писать. Я как вы, восстановятся ли семейные отношения? Вот, да, у вас будет шанс восстановления этих семейных отношений, тем более, знаете, какой шанс? Восстановятся ли семейные отношения, они восстановятся как-то страстные отношения, по страсти, видите? Это жезлы, это когда страсть, желание, ой, извините. Кто меня вспоминает? Это когда страсть, желание, будет шанс к восстановлению, да. Знаете, что ему понравится? Вот чтобы восстановить отношения, как вы можете себя с ним вести, Сахоба, да? Вы можете вести себя так же, как и вели раньше. Вот как вот раньше вы дружили, например, общались, да, вот дружеские отношения, на дружеской волне, чтобы человек мог свои границы вам открыть. По-дружески, без претензий. Вот как вы с друзьями общаетесь, вот хороший друг, которому можно доверять, близкий друг, которому вы можете все рассказать. Вот так вот нужно общаться с ним. Так, как раньше вы с ним еще общались. Потому что человеку нужно раскрыть свои границы, чтобы вы начали заново. Вот, видите, вот как раньше себя вести. Видите, у человека закрыты границы, нужно их раскрыть. И тогда у вас будет свидание, романтика. Тут возможно восстановить эти отношения. Здесь возможно восстановить. И знаете, как-то могут они по страсти. То есть встретились, вспыхнула искра, и все, и как бы по новой все началось. А вот опять свидание, опять общение, и как бы вот так вот может закрутиться. Ну, чтобы как можно быстрее это, вот вы как бы ничего сделать такого не сможете. Ну, вот то, что вот общаться только, как я сказала, да. Здесь, видите, мужчина решает, вернуться ему или нет. То есть движение от мужчины происходит. Не вы к нему, а он к вам. Он к вам. А вам нужно просто будет его принять. Принять его вот это вот. То, с чем он к вам придет, вот эти его слова, романтика, общение, приглашение, смс-ки, вот этот флирт, который будет от него, просто принимать. Так.
в мае. Вот в мае что-то будет решаться. В этом году, если только с чьей-то помощью он может вернуться. Но вот в апреле как будто обстоятельства не будут позволять. В мае будет. Потом в июне каждый получит по заслугам, как-то обратка пойдет. Кто что заслужил, тот это получит. В августе вот могут восстановиться, кстати, вот в августе прям может уже пойти на... Да, тут надо работать над отношениями, чтобы была счастливая пара, надо работать над отношениями. Тут, конечно, ну, это имеется в виду, что если вы что-то плохое делали, то вы получите по жопе, короче, вам прилетит. Ну, то есть, если кого-то обидели, если он вас обидел, то он получит за это. Если вы его, то вы получите за это. То есть, кто-то может общаться с вами так же, как вы с ним, например, если вы плохо поступили. Или если он с вами плохо поступил, то кто-то с ним будет так вот общаться, так же его, как он с вами. То есть, вот он получит, чтобы он понял, что это такое. Ну, тот месяц такой будет. Он меня, конечно, обидел. Но вот ему, значит, прилетит. Значит, его кто-то обидит так, что вот, ну, обратно он получит свое. Или на деньгах отразится у него очень сильно, видите? Или в деньгах потеряет. Мужчина, он, видите, если женщину обижает, он очень много может терять в деньгах. Он в деньгах очень много может потерять. Ну вот как он с вами, или вот так же, как он с вами поступил, с ним поступит, или в деньгах очень сильно кинут его, или он потеряет, или что-то, в общем, или деньги уйдут. Что-то такое будет. Ну да, отношения у вас будут романтического характера, у вас все восстановится, но это нужно будет подождать. Там и романтика, и страсть. Да нужно подождать. Я просто еще раз начала спрашивать. Говорят, нужно подождать. Когда мужчина решит. Мужчина почему-то. Мужчина. Может быть, вы что-то можете сделать? Не, вы просто наслаждаетесь жизнью. Вы встречаетесь с друзьями, с подружками встречаетесь, гуляете, наслаждаетесь, делаете то, что вам приносит удовольствие. Угу. Да. Делайте то, что приносит удовольствие, защищайте свои позиции, то есть отстаивайте свою позицию, то есть вот не идите на поводу. Вот вы, если считаете, что это для вас важно, отстаивайте. И потом как бы тут как бы пара сама восстанавливается. Будет такой шанс появится, да. Ну вот пока так. Вы тут как бы ничего сделать не сможете, потому что, видите, мужчина, все от мужчины. Вы можете просто общаться с подружками. Делать то, что вам приносит удовольствие. Заниматься собой, ну тут как бы. Да, можете флиртовать. Просто что вам приносит удовольствие? Ну, не хотите, так нет. Ну, просто с друзьями, с подружками. Тут как бы нету такого, что вам что-то, что вы что-то можете сделать. Нет, я спросила уже который раз. Никакие действия. Вы что-то можете сделать для восстановления с ним отношений? Видите, вы не можете сделать. То есть вы кайфуете, отдыхаете, у вас там медитации, у вас там думаете о себе, о своем будущем, как вы хотите. Ну, можете за ним подсматривать где-нибудь там в соцсетях. Но действий никаких делать не нужно, как бы. Ну, вы не сможете. Давайте вам посмотрим подсказку. Сахоба, подсказка. Не начинайте новое. Не начинайте новое. Такая вам подсказка на ваш вопрос. Вот, так что здесь так.
А какой еще вопрос? Донат еще пришел. Донат еще пришел что-то уточнить. Что-то уточнить. Кстати, вы можете куда-то поехать, или к вам кто-то может приехать, какой-то новый мужчина. Вот смотрите, обратите внимание, Сахоба, это вот вам. Я посмотрела. Если к вам приедет какой-то новый мужчина, или вы познакомитесь с каким-то новым мужчиной, да, и у вас будет интимная какая-то там связь, то вы можете забеременеть, и у вас может быть малыш. Так что будьте аккуратны. Я не знаю, почему так показала. Это какой-то новый человек. То есть смотрите аккуратно, пока будете ждать. Да, тут какой-то новый может голову вскружить. И аккуратно, в общем. Ну, кто предупрежден, да, тот вооружен. То есть такая возможность будет, но не значит, что вы там как-то поступите, да, или примете этого человека или нет, понравится он вам или нет. То есть как бы это ваше дело, но возможность такая есть, поэтому смотрите. Ну... Как будто это новый мужчина, я не знаю почему. Вот от бывший, да, вот то, что развелись, ушел человек, все разрушилось, и как бы, и даже если что-то новое, тут как-то пока не может начаться, потому что он не принял решение. Тут вот одни мечи, ножи, мечи тут как бы нет пока что. А вот новый, вот с новым вы можете, какой-то новый будет. Привет, Илья, привет. Какой-то новый примчится в вашу жизнь, я не знаю, кто это. Он, кстати, вот обращайте внимание, человек, если не свободен, тоже не подпускайте его к себе, потому что, ну, будьте аккуратны, вдруг он не свободен, а вы там, у вас есть такой шанс, что вы можете забеременеть. Ой, как скоро, я не могу, наверное, сказать, потому что они у меня не говорят сроки отодвигаются постоянно, я уже проверяла. Да, он, кстати, может прийти в 2023 году. Но я спросила, в 2023 году придет, вышел мужчина. Скорее всего, в 2023. Короче, смотрите, аккуратно отмечайте Новый год и в 2023 году. В 2023 году вы можете встретить мужчину, от которого вы можете забеременеть. Он как-то вскружит голову, страсть какая-то прям по дьяволу. Не знаю, как будто это какой-то новый мужчина. Будет ли это ваш бывший муж? Опять выпадает вот эта карта, я не знаю, или... В общем, будьте аккуратны. Если хотите с бывшим мужем, то может и с бывшим мужем получиться. Блин, нет, но это все-таки какой-то новый человек, какой-то новый, даже может, видите, вы его не знаете, новый какой-то человек, даже может из-за границы, но он откуда-то приедет, на машине, там, не знаю, на чем-то вот он приедет, прилетит. Понравится ли он вам? Понравится ли он вам? Ну, как будто вот человек из прошлого будет, на кого-то похож. О, может, на вашего бывшего будет похож, смотрите, на кого-то из прошлого, или на тем, с кем у вас были отношения в прошлом, он будет похож. Блин, может, это бывший муж? Нет, говорят. Ну, короче, в общем, или вам не нужно знать еще, или вот ну, кто-то новый. На кого-то с прошлого будет похож. Таня, добрый вечер. Вопросы только платные. Вопросы платные, подсказки бесплатные. У нас всегда так. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас. Раньше было по-другому, но все меняется.
Так. Для Сахобы подсказка на этот вопрос. Смотрите, рискните, чтобы воплотить новые идеи жизни. Я, кстати, подумала, подсказка на новенького. На новенького мужчину. Ну, в общем, подсказка на ваш вопрос просто, который мы сейчас смотрим. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Что-то тут будет. Благодарю вас, тоже благодарю за вопросик. Вот. У меня сейчас по донатикам Анастасия и Ольга. Ольга, добрый вечер, прочитала вопрос донат. Это да, я вижу. Класс. Да, кто-то, так что будете еще выбирать. Сахоба, вот. Так, сейчас у нас Анастасия. Чувство молодого человека к вам, да? Чувство молодого человека к вам. Ой, смотрите, когда он с вами общается, его чувства, он, не знаю, балдеет от вас, он радуется, чувство счастья, радости, как ребенок радуется с вами. Ну вот это вот солнышко, вы для него как солнце, он с вами, не знаю, просто рад и счастлив, прям вот вообще душа открыта, ему очень классно с вами. Чувство счастья, радости, вот такой вот открытости, доверия, вот так, ну, как ребенок радуется, ему с вами очень хорошо. Он чувствует, что за вас нужно будет бороться, и для этого нужно принимать решение, если он захочет быть с вами. Готов ли он работать над отношениями? Ну, чувство-то у него есть, но пока что он немножко закрыт. Тут нет еще принятия решения, но ему с вами классно по ощущениям. Солнце это вообще супер. Но вот готов ли он что-то делать в вашу сторону? Он пока не готов, активные действия пока не готов проявляться. Мужчина все взвешивает, решает. Он вообще решает, хочет ли он изменений в своей жизни или нет, или ему и так классно. Отстранился и холодный. Он не хочет менять, я бы так сказала, свой ритм своей жизни. Он привык. И вот если что-то менять, если что-то с вами, то там нужно менять. Обиделся ли он? Он решает какие-то свои вопросы. Мужчина вышел. Какие-то свои, возможно, вопросы, кстати, семейного характера, с родственниками, с семьей. Да, какие-то... Он нету такого, что он обиделся, он сейчас решает вопросы семейного характера. Семья, дом, вот это вот что-то семейное решает. Может, кто-то заболел там, ну что-то вот, какие-то дела не движутся, он помогает. Что-то семейное такие, какие-то семейные вопросики решает. Ну, есть, конечно, у вас разногласия, Анастасия, то, что как бы вы отстаиваете свое, он свое, и каждый хочет доказать свою точку зрения. Это у вас есть в общении. Да, здесь нужна выдержка. Каждый хочет доказать свое. Вот. Это какой-то опыт. Он вам дан, знаете, чтобы вы пошли как-то вот на новый уровень, на новый этап, приняли решение. Здесь как будто он вам может помочь
принятие решений, как двигаться к своей мечте. Не обязательно это он, ну вот, что он ваша мечта, да, но к вашей мечте как двигаться, он вам может дать пинок, толчок, как-то вот. Или может, как вы поймете, какого мужчину вы хотели бы, какую-то стабильность. Вот, и, кстати, он вам много чего он может такого вот. Он вам для хорошего опыта, так что общайтесь с ним, да, пообщайтесь с ним, это вам даст какой-то, может быть, я не знаю, что, как он вас подтолкнет, но вы примете решение, что я хочу вот так, а не иначе, к своей цели идти, к своей мечте. Может быть, это даже по-другому, не так, как вы раньше, а вот, или, например, вы думали, и теперь вы решитесь действовать, что-то делать ради своей цели, то, что вы хотите. Переехать, может, куда-то, да, например, хотите, начнете научить язык, да, или там что-то, то есть на какой-то, вот он вас новый уровень подтолкнет. Не знаю, что это касается, но хорошие изменения будут, даже если, да, через какие вот эмоции это все будет. Работа, еще раз работать. Ну здесь вот он вас научит, что если что-то хочешь добиться, то нужно научиться жертвовать. То есть жертвовать это, например, стать классным специалистом, нужно учиться, да, куда-то переехать, там, выучить нужный язык, тоже нужно время. Вы поймете, что что-то добиться, нужно пожертвовать чем-то. Временем, обучением. Подсказка? Подсказка для Анастасии на ваш вопрос. Отпустите прошлое. Кстати, он может научить вас двигаться в будущее, потому что у вас мир выпадал, новый этап, новое, то есть новое начинание. Старое заканчивается, а новое начинается. Вы решите что-то оставить позади, то, что вам не давало двигаться вперед. А вам не дают двигаться вперед какие-то мысли неправильные. Кто-то что-то вам говорит, не слушайте. Если со стороны, там, соцсети, может, что-то вам говорят, не слушайте. Это все не для вас, это не то. Вот, Анастасия. Если что-то еще, спросите. Да, между вами солнце так и показывает, даже на другой колоде. Солнце, ну как приятно, классно ему с вами. Между вами какие-то, ну да, ну движения нету, да, пока, но эмоции положительные. Вот. Так, давайте дальше посмотрим. Благодарю вас тоже, Анастасия, за вопрос. Сейчас Ольга у нас, моя личная жизнь до конца года. Так. Так, Ольга, личная жизнь до конца года. Ну, тут работа, в основном работа. Работа, я классный специалист, я буду работать, работа. Обратите внимание на информацию, которая будет на работе, то, что будет происходить. Вы будете заниматься карьерой. Тут нету мужчины, тут будете заниматься карьерой. Сейчас на другой колоде гляну. Личная жизнь до конца 2023 года. Нет, опять же работу показывает. Показывают работу. Работа. Будете работать, копить, работать, откладывать, работать, покупать что-то себе. Здесь тоже выпадает работа. Вот информация, которая на работе будет поступать, обращайте внимание. Видите, тут будет конкурентная борьба тоже, отстаивать свои интересы. И опять же карьера, работа. Вы будете заниматься карьерой, работой.
И в то же время вы будете следить за собой, чтобы красавица и умница, как всегда, ну, как женщина. И опять же на другой колоде работа. У вас одна работа, здесь нет, даже тут не появляется пока мужчина. Ага, он появился. Только про него сказала. Но это будет какой-то соблазнитель, искуситель. Потому что здесь выпал с дьяволом. Это чего касается? Мужчина какой-то холодный, да? Что ему от вас нужно? Слушайте, тут нужно быть осторожным, потому что может, знаете, какой-то несерьезный мужчина, он вроде бы может вам показаться или показать себя с такой стороны, что я такой крутой, я там и при деньгах, да, у меня там и бизнес свой, я такой весь прям, что ты, завидный жених, со мной классно общаться, но на самом деле он будет холодный, то есть, бесчувственный, будет с умыслом каким-то будет к вам, да, без денег, чисто на легкие отношения, поэтому обрубайте ему все. Даже не думайте, такой вот мужчина будет. Ну, правильно, у вас будет хорошо ладиться в карьере, вы будете за собой следить. Внешне выглядит привлекательно, он будет видеть, что у вас и денежки есть, и копить вы можете. То есть есть это непривлекательное, вот будет какой-то такой засранец. Он вам будет не нравиться, поэтому даже его сразу отшивайте, даже не общайтесь. Сразу прям, потому что только ваше внимание будет время занимать. Сразу нет. Вот. Не игнорируйте. Здесь нужно подождать. Вот через какое-то время приедет мужчина, будет хороший, да, но не сейчас. Не показывает, потому что тут непонятно в каком году, потому что тут вот тоже вроде как вы одна пока. Что нужно сделать? Надо посмотреть, что нужно сделать, чтобы как можно быстрее у вас личная жизнь наладилась. Потому что будет какой-то такой... Для чего придет к вам такой мужчина-то непонятный? Чтобы вы поняли, как не надо строить отношения, чтобы вы увидели, что такого мужчину вам не надо. Ну, это вот ладно. Так, а что вам сделать, чтобы в вашу жизнь пришел классный мужчина? С которым бы вы бы... Так, мужчина, с которым вы хотели бы отношения, да, чтобы у вас были классные отношения. Так, что вам нужно сделать, чтобы как можно быстрее его встретить? Работать. Блин, вы и так, у вас там и так одна работа. Работать в сторону, работать на семью, на свои интересы, на то, что вас интересует. Если вы будете встречать мужчин, то сразу показывайте им свою позицию, сразу показывайте своим поведением, что вы только для серьезных отношений. Что вот эти трали-вали, куда-то выпить сходить или где-то посидеть, это не для вас. То есть, что вы настроены на серьезные отношения. Пусть он ходит вокруг да около, пусть думает, но пусть решает. Вы вот не будете вот... То есть, и чтобы быстрее встретить мужчину своего, нужно вот эти вот варианты, которые будут несерьезные вокруг вас, сразу отшивать. Вот, чтобы было видно, что хочешь серьезных отношений, действуй. Нет, так можно только смотреть, и только на расстоянии. То есть, не надо такого. Вот. Да я вот не знаю, почему так происходит, что такое, что... Здесь как бы тяжело начать новое. Здесь какой-то, знаете, здесь как будто замкнутый круг повторяется. Вы будьте уверены, что все получится. Вы в голове просто себе разрешите, что все будет хорошо. Издалека может быть мужчина, который не рядом. Как будто вы в голове можете себя ограничивать.
Вы не ограничиваете, вы думаете, что все возможно. Не важно, где живет ваш мужчина, он вас найдет, к себе заберет, и все у вас будет хорошо. Видите, тут одна работа пока. Работа, впереди на свидота, да? Свидота, но я там... Блин, тут не получается. Что нужно сделать? Я вот спрашиваю, что нужно сделать, чтобы классный мужчина в вашу жизнь вошел, да? Как можно быстрее. Здесь вы самостоятельно идете вперед. Понятно, да. Это понятно. Работа князь, потом все. Все потом. Вот именно. Я не знаю, почему они не идут опять. Вот это одна. Если только кто-то моложе вас, может быть. Какой-то мужчина. Как будто только вот какие-то или... Не знаю, да, что-то... У вас как будто могут быть серьезные отношения, даже брак с человеком, который моложе вас. Не старше, а моложе. Вот с ним как будто вот там и счастье, и радость, и все дела. Как будто вот моложе вас. Вот моложе вас, ну вот вы такая все состоятельная, он моложе, он не король, да, вот у вас все тут отлично, и вот у вас между вами брак, тут законный притом брак, не знаю. Карты уже шутить стали. Карты стали шутить. Когда его ждать, когда он будет? Ну, говорит, мечтайте. Они мне так тоже сейчас-то говорят, мечтайте и уходите от того, что вам не нравится. И тогда вы добьетесь, тогда вы встретитесь с этим мужчиной. Мечтайте. Ну, то есть в голове держите то, что вы хотите. Уходите от того, что не нравится. Если какие-то будут мужчины, отказывайтесь. И все-таки придет ваш мужчина. Императрица выходит. И законный брак тут по иерофанту. И человек моложе вас. Не знаю, как еще быстрее их приманить, своих мужчин. Но вот отказывайтесь от ненужных. Неизвестно. Где вы познакомитесь с ним, неизвестно, не показывает. Или где-то поздно, поздно будет, темно, или неизвестно. Не показывает. Откажу нужному. Не, вы как бы себя показываете, что вы для серьезных отношений. Нужны, он не уйдет. Вот те, которые для легких отношений, они уйдут. Бывший кавалер моложе. Так, может, это бывший или новый? Не показывает по силе. Не знаю, не скажу. Пара, возможно, да, но с кем вы расстались, с кем поругались? Не знаю. Тут разные, тут и такая, и такие карты выпадают. Четкого нету. Бывший это или нет. Нет. Ни да, ни нет. Не скажет. Нет, не могу сказать. Бывший или не бывший. Если вам что-то интересное, не бойтесь, в общем. Давайте я вам подсказку посмотрю. Подсказка для Ольги. Ой, устройте себе отдых. Устройте себе отдых. Это подсказка на ваш вопрос. Не знаю, как они связаны. Вот это вот как бы, устройте себе отдых. Блин, я очень хорошо понимаю, что ждешь этого мужчину. Хочется встретиться. Да.
Ну, у некоторых вот так вот жизнь. Кто-то живет, кто-то вот женится там, да, и всю жизнь они живут вместе там, да, или там, не знаю, кто-то быстро находит своего мужчину, свою женщину, а кто-то вот нет. Не знаю, что делать. Если бы я знала, я бы всем по женихам понашла. Вот. Это понятно, что лучше быть самостоятельной. Я тоже это давно уже поняла. Мужчины приходят, уходят, как бы, и все не то. Кто-то, кого ты видишь рядом, вроде хороший человек, но ты знаешь, что ничего с ним не будет, даже если он что-то захочет, как бы, ну не твое, да. Ждешь свое родное, да, идущее с тобой в одном направлении. Да, только этот человек, вот встретиться, главное, вот с ним было бы побыстрее, да, было бы здорово. Да, у вас будет такой шанс встретиться. Да, страсть, влюбленные там будут, будет шанс. Вот, благодарю вас тоже благодарю. Все, донатики у нас вроде бы все ответила на донатики. Сейчас посмотрим подсказки. Если кого по подсказкам пропустила, вы напишите, пожалуйста, хорошо? Так, Мария, я отвечала подсказку. Александра М удалила. Александра М, я же подсказку не дала еще. Куда? Куда убежали? Александра М, я знаю, что подсказку просила. Второй иногда смеется над нами. Да, я когда ждала зарплату, там, да, спрашивала, будет ли, а у меня по деньгам они иногда шутят. Ну, иногда, то есть я стараюсь там разобраться. Они, будет ли сегодня зарплата, прям нужна была сегодня, дадут или нет. Выходит там 7 кубков, типа, мечтай, это можно рассуждать как да и нет, да, ну, то есть мечта, это все твои мечты, это нереально, но дали зарплату, типа, был, настрой был такой, что да, мечтай, это в положительном ключе, то есть, да, они иногда шутят, ну, когда вот, уже вот, кстати, начали они это делать, когда долго раскладываешь или спрашиваешь одно и то же разными путями, вопросами, они начинают, в общем, шутить, да. Или говорить уже, да хочешь уже, сделай уже, ну вляпайся ты в это уже, поймешь потом. Бывает такое тоже. Александра М, короче, удалила, поэтому подсказки-то нету. Подсказка «Отстанет от меня Евгений». Отстанет ли Евгений? Подсказку я достану. Аля, Алена. Отстанет от меня Евгений. Отстанет от Алены Евгений. Подсказка. Отстанет ли от Алены Евгений? Подсказка. Время сделать передышку, набраться сил. Я не знаю, отстанет или нет. Вот подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. То есть не нужно вам об этом думать вообще. Время сделать передышку и набраться сил. И вот видите, смотрите еще. Это чертовски восхитительно. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. То есть подумайте о себе, не думайте о нем. Отстанет, не отстанет, думайте о себе, то, что вы хотите. Четко нет ответа на этот вопрос. Скорее всего, не отстанет пока что. Надо что-то для этого сделать. Вот. Подсказку. Так, если кого-то пропустила, напишите, пожалуйста, подсказка еще раз. Ладно, сейчас Таню смотрю. Дмитрий, вместе работаем. На что обижена Татьяна? Таня, подсказку для Тани. На что обиделся Дмитрий? Для Тани подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Так что извлекайте из опыта позитив. Это какой-то опыт. То, что у вас произошло с Дмитрием, это какой-то опыт для вас.
Поэтому будьте на позитиве. Опыт получили, как бы, и вот. Не знаю, что это за опыт. Все, подсказки закончились. Больше никому подсказки не нужны. Сейчас посмотрю донатики тоже я все ответила. Но если что, можете, конечно, написать. Ну, вроде все, да. Благодарю, Таня. Вас тоже благодарю. Вот еще Татьяна для вас вытащила. Возьмите себя в руки, почувствуйте себя уверенно и смело шагайте вперед. Вот, это тоже для вас. Так, в общем, пишите, кому нужны еще подсказки. Если никому не нужны, то будем завершать эфир. Эфир у нас по субботам. Следующий эфир будет в следующую субботу. Вот. Так что, если кому нужна подсказка, напишите подсказка. Я еще успею дать вам подсказку. Ну, кстати, на этой неделе все станет на свои места. Вот кто смотрит сейчас, да? Почему так мало эфира? А что еще хотите обсудить? На следующей неделе все станет на свои места. Если были какие-то неясные ситуации, да, что-то такое, то здесь все станет на свои места. Все вот как должно быть, так и будет. Человек может с прошлого объявиться, будет заниматься семейными делами, что-то поддержка семьи, поддержка рода. Вот, и что-то станет вот как должно быть, как-то выровняется направление. Вот. Поведут вас на верную дорогу, вас направят, если кто-то куда-то сойдет. С кем останусь, с Андреем или новый мужчина? Это же вам решать. Сейчас посмотрим. Кого вы выберете, да, с кем вы останетесь? С Андреем или с новым мужчиной? Слушайте, ну видите, с новым мужчиной, на нового мужчины будет соблазн. С Андреем вы уже знаете, как вам нравится, что вам нравится. Но, блин, будет у вас новый мужчина, это как соблазн будет. Кого же вы выберете-то? Не, вы выберете Андрея. Видите, вы выберете Андрея. Вы уже знаете этого человека. Вы знаете, как вам классно. Вы знаете, что у вас было много хороших моментов. Вы знаете, не знаю, вот эти вот приятные воспоминания, приятные моменты для вас дороги. И вы хотели бы это все вернуть. И опять же, также общаться, понимать друг друга. И вот быть в объятиях друг друга. Не знаю, вот проводить время вместе, общаться. Это для вас дороже будет. И вы того мужчину, который будет вас всячески соблазнять, вы его отошьете, короче, скажете: нет, не надо мне. То есть это будет соблазн как проверочка, потому что по дьяволу это всегда проверка. Как вы отреагируете, что вы будете делать? Мне мой нравится, да, ну вот, как бы, вот. Так что ни на каких коварных вы не поведетесь мужиков. Это есть такая возможность, будет там мелькать, но вы не скажете: мне вот мое дорого, вот я люблю, хочу, вот, и вам кайф не будет вот со своими. Да. Вот так вы выберете. Будет так. Будете ли вы счастливы с Андреем? Смотрите, у вас солнышко выпадает. Ну, конечно, вы будете, вот наслаждаться просто этими моментами радости вместе. Будете, ну, тут счастье и радость полностью просто. Ну, солнце, это просто окунетесь в счастье, радость, и вот это все ваше. И супер будут ощущения.
А другого мужчину все-таки вы обрубите ему все концы, короче. Нет. Нет, и все. Да, я так как... Вот. Не знаю, будет или нет. Тут мужчину показывает, но вот ребенка не показывает. Ну вот и итоговая такая вот карта, такая шале-вале. То есть это шатка, вот как еще непонятно, нету стабильности, нестабильно, это нестабильно. А насчет ребенка пока не могу сказать, потому что, ну вот показывают, что мужчина ушел, да, вот мужчину показывают, что мужчина, он ушел, как бы пока что на расстоянии, да. И вот он вернется, когда, и вот это дальше время покажет. То есть вот тут как бы, ну, нет четкого ответа, что прям да или нет. Сейчас на другой колоде, конечно, еще глянем. Ну, пока не показывает. Пока как бы возможности нет, нужно подождать. Сейчас пока что, видите, колесо вот это фортуны, как колесо судьбы, оно пока что там, на той стороне, где пока нет возможности. Ну нет возможности, вы далеко друг от друга, и вообще, ну, то есть пока нет возможности. Пока нет возможности, но потом, когда у вас будут интимные отношения, возможно, ну, как бы возможно. Потому что 4 мечей это как бы вот постель, и дальше новый человечек, это вот как бы, это, ну, шанс есть, но пока нету, потому что как бы у вас отношения не начаты, понимаете? То есть вот это надо, чтобы все началось заново. Да, и потом это очень может быть, очень большой шанс, что может быть ребенок. Только нужны отношения, ну, должны начаться. Вы должны начать все заново. Тогда очень большой шанс. Вот. Не могу сказать, когда он будет, через год не могу сказать. Ну, все в ваших руках, как бы маг, это все в ваших руках. Все в ваших руках. И тут не ясно еще, потому что вы еще не начали встречаться. Нет, тут как бы карты говорят, ну ты подумай же головой, ну ты что, они мне говорят. Ладно, все понятно. В общем, пока нет точного ответа, но шансы очень большие. Он прям показывает. Все в его руках. В ваших руках маг, это значит вы можете все. Это не обязательно, что это мужчина. Маг это тот человек, у которого все в руках. Мужчина или женщина, то есть все зависит от вас. От того, что вы будете делать. Какие действия вы будете делать. Это не значит, что в его. Это вместе вообще-то. Как бы вот. Несколько карт сразу вышло. Ну, это надо, это время нужно. Это, в общем, у вас должны произойти определенные между собой отношения, определенные события, после которых это будет уже точно видно. Сейчас пока нет. Карты не хотят говорить. Там нет такого, что прям. Не знаю. Паш Пентаклей. Туда подальше будет. Не через год, не через 2 даже может, а туда дальше вот немножко. И быстрее может быть. А может ли быстрее? Может. Ну то есть, блин, нет четкого ответа. Нет. Или может быть прям быстро, или может подальше. Это зависит, да, это нет, от обстоятельств, которые будут происходить, от событий. Тут сейчас подсказку посмотрим на ваш вопрос. Сейчас. Подсказка. Сделай передышку.
Сейчас вам нужно сделать передышку. О, а по-моему, там была какая-то карта такая, нет? Сейчас посмотрим ваш вопрос. Покоя нету. Сделай передышку, карты уже говорят нет. Ну, мы, конечно, уже сначала спросили, а потом... Так, замуж выйдете ли еще раз? Две карты вышли. Две карты вышли. Солнышко, когда вы довольны, а здесь вы одна. Как будто вам классно быть одной. И тут бац, маг выходит. Так, вам классно, ну, а замуж. Но если вы его приручите, если у вас также все восстановится, отношения, то есть своей нежностью, лаской, заботой, то отношения могут восстановиться. Но тут, вот знаете, вы можете быть вместе, но вот брак, именно официальный брак. Не знаю. Вместе классно тут восстановить отношения. На этих картах не показала мне. Сейчас на других посмотрим. За него именно я поняла. Ну, блин, не показывает. Видите, это зависит от обстоятельств. Или вам нужно будет чем-то пожертвовать. Своей независимостью и свободой. Ну, это понятно, это понятно. И что еще? Что-то с работой связано, да? Периодически надо будет что-то. Вообще у вас возможен брак, но не показывает точно. Он показывает как возможность, да. Вначале он показывает, что как бы тут такое, как будто нужно чем-то жертвовать, да, ради брака. Но тут свобода и что-то с работой связано. Что-то не получится, может ездить далеко или что-то еще тут придется, ну что-то непонятное. Но перспективы на семейные отношения есть. Но здесь не так как-то это все быстро, не так легко, что ли. Что нужно сделать? Ну, не показывает. Нет, тут много событий должно произойти. Эти карты тоже не показывают. Гадайте тем, кому нет 18. Я не спрашиваю, кому сколько лет. Откуда я могу знать? Мне что-то не говорят. Кто нет 18, вы же сами решаете свою судьбу. Я могу только подсказать варианты развития. А вы сами, вот эта информация, которую вы получаете, вы уже сразу можете это изменить. Вы, кстати, опять повешенный выходит, даже на другой колоде. То есть тут нету того, что вы прям 100% будет официальный брак, но здесь нужно чем-то будет жертвовать, если вы хотите выйти за него замуж. Опять же, выходит повешенный, на уступки идти, то есть жертвовать временем своим, например, да, не ходить, может, куда-то что-то ему не нравилось, то есть подстраиваться, и может в карьере, может быть, вам, он скажет, сиди дома, да, например, может быть, вам придется искать работу ближе, сменить работу, ну, то есть пожертвовать чем-то в работе. Может, в карьере вы дальше не пойдете, остановитесь, если будете с ним. Тут вот так вот. То есть здесь что-то должно произойти такое, что вы должны пойти на уступки. Чтобы вот семья была, чтобы вот это вот, не знаю, почему с работой связано. Хотя тут тоже все в ваших руках. Вот. Нужно подумать просто, как это сделать. Нужен план. Нужен план того, чего вы хотите.
Да, возможно, может быть, придется сменить работу или поближе найти. С работой может связываться. Что с работой тут? Как-то придется подстраиваться под него. Но если вы подстроитесь, работу все решите, тогда будет как раньше. Если вы построитесь с работой, все решите, будет как раньше. Если вы раньше были замужем, значит выйдете еще раз. То есть будет как раньше. Да, опять же показывают, все в ваших руках. Видите? Если вы подстроитесь и вот по работе там вот этот момент решите, тогда как раньше можно будет вернуть. Угу. То есть как-то нужно все в свое время думать. Вот обстоятельства будут, как-то ситуация будет одна, другая, третья, и вам нужно правильно в этой ситуации реагировать, как-то вот действовать. Это будет зависеть от вашей интуиции. Вы почувствуете, как лучше сделать, как лучше там, или не сделать, сказать или не сказать что-то. К интуиции прислушивайтесь. Вот. Сложно, конечно, мы. Вот. Благодарю вас, тоже благодарю. Сейчас подсказку вам посмотрим на этот вопрос, что скажет. Подсказка, да, по этому вопросу? Подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая подсказка. У вас прям все шансы есть, восстановление отношений и ребенок. То есть нету закрытых дорог. Главное мягко, мягко вот так себя вести. Почему так мало эфира? Эфира вроде бы немало, 2 часа. Как бы вот. Я просто смотрю, если уже подсказки никому не нужны, то все, заканчиваем. Что сидеть-то? Что сидеть? Так, если о чем-то поговорить, то говорите. Если тема есть какая-то. Да, Александра М. пришла. Можно подсказки на всех колодах? Можно. А я там смотрю, вы удалили сообщение. Я думаю, я не могу, как так вот. Я помню, что там было. Александра М. Слушайте, а я всем да, ведь да, всем ответила. Александра М. Подсказка для Александры М. Слушайте, у меня свечка. Давайте я свечку зажгу. У меня свечка погасла. Я зажгу, ладно? Все, зажгла. Новая свечка. Для Александра М. Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Подсказка для Александры. Только с позитивными людьми общайтесь. Это и понятно, да? Куда только деть не позитивных, да? Так, для Александра М. Подсказка. Вы слишком зациклены на ситуации. Расслабьтесь, отпустите ее. Решение придет само. Такая подсказка. Ой, это очень тяжело, я знаю сама по себе. Если ситуация очень важна для вас, это эмоционально как бы тяжело отпустить. Потому что ты хочешь, чтобы это решилось, чтобы это уже наконец-то свершилось и лучшим образом. Для Александры М. Подсказка. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Смотрите, какой крутой перерыв вам предлагают. Кокосик.
Вам нужно восстановить свои силы. Сделайте перерыв. Так, для Александры М. Подсказка. О, могут случиться неприятности. Положись на помощь друзей и близких. Положись на помощь друзей и близких. То есть нужно быть внимательной. Так, сейчас. Еще хочу достать. Для Александры М. Ну это понятно. Про эти неприятности что-то мне захотелось уточнить. Это не пипец, это опыт. Видите, это опыт какой-то будет. Как показывает практика, каждый предыдущий пипец какой-то неполный. Лучший учитель в жизни – это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. То есть то, что произойдет вот это вот, или что-то там должно произойти не очень такое приятное, это для опыта вам. Какой-то опыт. То есть вам нужно через него, видимо, пройти. Какой-то для опыта, чтобы вы это знали и все. Александра М. Послание с будущего. О, ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Видите, развилка. Направо или налево? Вот то, что вы выбрали, то, о чем вы думаете, внимательно подумайте, правильно ли вы выбрали этот вариант, эту дорогу, этот путь. Или есть еще другой вариант. Когда у меня эта карта выпадает, я такая думаю, что я, наверное, неправильно что-то, то есть не ту дорогу выбрала, не о том думала. Не это главное, то есть не это важно, не на это я обращаю внимание. У меня так. А у вас тоже подумайте. То есть, может быть, что-то другое, более важное, на что нужно обратить внимание. И еще вот эта вот подсказка. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он действует. В чем-то нужно действовать. В общем, как могла, раскрыла. Да. Вам нужно внутреннее равновесие научиться вот в этих ситуациях непростых, научиться находить в себе внутреннее спокойствие и уверенность, что все пройдет, и это пройдет, все будет хорошо. Делать все, что можно в ваших силах, внутреннее спокойствие должно быть, не переживать. Переживать, конечно, бывает не получается, но стараться внутренне успокаивать вот эти вот нервы всякие, чтобы не болеть. Где-то здесь есть подсказка, да, если убрать эмоции, останется просто ситуация. Тоже хорошая подсказка. Благодарю вас тоже благодарю. Удачи вам, пусть все будет хорошо. Вот. Так, еще кому нужны подсказки, пишите подсказка. Если никому подсказки не нужны, то мы будем заканчивать эфир. Вот. Потому что уже поздно. Может, не очень поздно, но... Берегиня, подсказка. Вот, сейчас будет. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфиры. Эфиры у нас по субботам, пока что. Пока по субботам. Вот. Подсказки бесплатные. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя присоединиться. Вот. Все, мои хорошие, я уже все зеваю. Это не значит, что мне скучно, это значит, что мне наоборот. Я так расслабилась, что... Вот извлекайте из опыта позитив, перевернулся у меня. Так, берегиня, подсказка. Проявляйте активность. Берегиня, проявляйте активность. Не знаю, чего это касается, о чем вы подумали, или просто проявлять активность на данный момент в любых ситуациях, которые там у вас есть.
Ну вот так. Ой, простите, я уже это. Видимо. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. У нас эфиры по субботам, после 9 обычно, но сегодня было 8 часов, в общем, эфир сегодня. Вот. Зимой, думаю, будут пораньше эфиры, чтобы допоздна так не сидеть, потому что тяжело. Вот. Ой, прошу прощения. Что-то зевать стало. Кто-то из вас спать хочет. Я вроде пока еще не хочу. Да, так, я видела донатик, а вопрос не видела. Сейчас посмотрим. Сахова будет выбирать между мужчиной, между мужем и новым мужчиной. Сахова будет выбирать между мужем и новым мужчиной. Какая-то информация. Так, здесь какая-то информация. Что? Здесь как будто какая-то, я не знаю, почему так вышло, какая-то информация будет издалека, и вы будете решать. То есть вы будете фильтровать это все. Какую-то информацию узнавать как будто. Вы будете о новом мужчине, это новый, это про нового они хотят сказать. Что про нового мужчину вы будете узнавать информацию, кто он, что он, и решать, что с ним делать, короче. Потому что он будет какая-то такая темная лошадка. Вы не будете о нем знать все, не будете. Ну, знаете, у вас как будто не будет вопросов насчет своего бывшего. Это просто насчет нового вы будете узнавать информацию, взвешивать, решать что-то. А насчет вашего, как бы, вот, между бывшим мужем у вас не будет вопросов. Вы будете готовы. Кстати, вот, вы будете готовы на какие жертвы ради него. Выйти замуж, родить ребенка, потому что родить ребенка — это определенная жертва, потому что вы должны беременной проходить, как бы, это тоже ваша жизнь, потратить время на это. Вы готовы пожертвовать, там, не знаю, вот это, красотой, здоровьем, чтобы родить хорошего ребенка здорового, быть беременной, быть вот этой толстой такой, вот этой пингвинчиком таким. То есть вы готовы, вот этим вы готовы пожертвовать. То есть у вас не будет вообще вопросов, вы будете узнавать информацию про нового, потому что какой-то непонятный будет, что с ним делать и как бы что там, как там. А про вашего бывшего вообще вопросов не будет. Вы уже как бы его выбрали, можно сказать. Он вне конкуренции. Вот, ради него вы готовы вот жертвовать чем-то, вот, но не ради нового. Новый просто, возможно, вам будет как-то вот писать, что-то как-то проявляться будет в вашу сторону. Притом время от времени как-то то так. По-разному будет что-то вот хитрить там. Ну, как-то будет вам доставать, мешать вашу идиллию, там как-то вмешиваться в это все. А с бывшим тут вообще вопросов нет. Тут встречи, вы знаете, как вы хотите, тут наслаждение, тут как бы вообще нет вопросов с бывшим. Бывший вообще вне конкуренции. Тут... Да, конечно, я уже знаю. Да, тут как-то вот это, ну... Да, вот смотрите, вы будете выбирать. Я спросила, будут ли они вдвоем. Ну вот, то есть вы будете выбирать, будут ли вы будете выбирать, потому что будет, видите, три человека будут. Будут трое, то есть двое мужчин и вы. Вы будете выбирать, вы. Уточнила. Да, это какое-то время вы задумаетесь об этом. Но все-таки вы, видите, прошлое решите вернуть, прошлое, мужчину из прошлого, с которым у вас уже были доверительные отношения. Вы захотите восстановить прошлое. Как бы тяжело это ни было, вы все равно захотите.
Да. Это хорошо. Ну да. Ну да, вам нужно показать, кстати, что вот и вот еще раз решила спросить, что вам нужно сделать, чтобы вот вернуть своего мужчину. Вам нужно показать, что вы готовы к новому этапу в вашей жизни, что вы готовы по-новому строить отношения, заново начать все с нуля. И как бы, если есть какие-то сомнения и страхи, то вы об этом поговорите и все разрешите. То есть вы будете строить отношения, основываясь на доверии. Нет, вот тут вот не будет как раньше, потому что это принесло какое-то разочарование, да, а будете стараться строить отношения по-новому, которые приведут, вот как раньше, да, вы уже не будете, но это надо как бы с ним решать, а вы будете строить отношения, видите, семейные по-новому. Надо, чтобы это вот ему как-то вот это объяснить, чтобы он понял, что вы готовы, что вы открыты к новому. Не то, чтобы меня выбирать, вас-то будут выбирать, но вы же не будете этого-то, вы же не пустите этого, которого, нового-то, непонятного. Так он-то выберет, пожалуйста, новый-то, который, да. Вот этот вот новый мужчина к вам будет вот такой вот, да, с хитринкой, типа я такой весь, вот, и чё? Вы ему скажете, иди нафиг, вы почувствуете, зачем вам это надо. Чудить не будет больше, сейчас посмотрим. Я не знаю, что это значит, потому что, будем смотреть, что значит в вашем представлении, будет ли он чудить или нет. Вот, смотрите, может как-то, знаете, может как-то нечаянно, по-детски, не подумав, вот так вот, по глупости, какую-нибудь фигню что-то вот сделать, знаете, так, так по-детски, как будто раз, вот, и как бы и сам не понял, что-то такое вот может быть. Но специально не будет. Чудить специально не будет. Если только по глупости что-нибудь такое может сделать, знаете, как ребенок, да, бац, что-то сам не ожидал, что-то вот. Ничего такого не будет специально, потому что он открыт. Он будет общаться с другими, но будет ограниченно общаться. То есть это будет, знаете, под его контролем, и он не будет выходить за рамки. Если даже он с кем-то и будет общаться. Это зависит от вас. Он вряд ли будет. Понимаете, вы ему скажете, что это не нравится, и он не будет. Даже если кто-то захочет с ним пообщаться, он обозначит как-то вот рамки. Главное, чтобы он знал, что вам это не нравится. И он будет это контролировать. Вы говорите то, что не нравится вам. Через какое-то время это может повториться, да, но это нужно сразу пресечь. То есть через какое-то время он может что-то там, это как бы сразу пресечется. Как будто вы ему скажете, что вам не нравится, и он будет это вот как бы сам рамки ставить. Просто вам нужно это все тоже контролировать, чтобы он не забывал об этом. Вот. Да это просто
Да нет, если у нее будет семья, мне кажется, он будет в семье. Не знаю, вот это если еще и ребенок. Сейчас на других посмотрим. Тут зависит от вашего отношения вместе, как-то вот от общения. Ну, тут как-то будет семьей заниматься. У него как будто новый этап начнется, новый этап начинается, и начинает строить он все, то, что с семьей, все, что касается семьи. Если кто-то что-то захочет там, да, он как-то будет думать, да, что вроде как бы что-то там, но он семьей будет заниматься, у него семья будет как-то больше. Ну, будет время от времени такое вот выскакивать, что как бы соблазны всякие, но он будет уходить в работу, в семью, там, в ребенка. Нет, он будет отказываться от, ну, как-то он будет ограничивать себя. Тут нету такого. Что вам нужно сделать, чтобы он был в семье? Нужно, чтобы мужчина занимался ребенком. Вот, чтобы он был занят ребенком, чтобы вот все, что касается, чтобы он занимался своей семьей, ребенком, отстаивал ваши позиции, занимался, то есть ему какие-то задания надо давать семейные, которые нужно решать по-мужски. Работу, чтобы он зарабатывал там какие-то деньги, да, ну чтобы все в семью. Все вокруг семьи, вокруг ребенка, как-то вот так, чтобы все крутилось. И строить отношения. Я говорю, будут соблазны, но вот надо, чтобы вот он научился контролировать, потому что вы просто говорите, что вам не нравится. Да, он уже обжегся на этом же. И он вроде как не будет подпускать. Сам себя будет в ограничениях держать, но вы все равно ему говорите время от времени, чтобы он не забывался, что вам это не нравится, чтобы он имел в виду, но он будет себя контролировать. Анна Сотова. Этот ответ вы можете найти в Гугле. Забейте в Google, и там вам дадут ответ. Я не знаю. Делать зарядку. Смотря что вы хотите, какой ответ вы хотите получить. Очень сильно поели с вечера, ну поели и поели, и что? Вы можете хоть всю ночь есть, и что? Какой результат вы хотите? Поели, молодец. Был голодный человек. Ну, как бы, не знаю, что за вопрос. Благодарю. Благодарю, Сахоба. Вот. Нужно, знаете, Сахоба, нужно быть уверенной, видите, нужно быть уверенной, что будет так, как вы хотите. То, что вы получите тот результат, который вы хотите. И просто ждать. Время должно. То есть нужно. Это время надо. Сейчас подсказку на ваш вопрос еще посмотрим. На этот вопрос подсказку. Время сделать передышку и набраться сил. Вот. Все, подсказки больше никому не нужны. Все подсказки получили. В общем, приходите тогда в следующую субботу на эфирчик. По плану он будет 21, где-то после 9. Ну, после 9. Ну, по факту как будет, я не знаю. И вот, может, как сегодня пораньше, а может и не знаю. Вот, желаю вам классной недели, пусть у вас все будет хорошо,
Кто там не подписался в Телеграме, если хотите, там можете в Телеграм еще подписаться. Там нет такой движухи, конечно, сильно большой, но чтобы не потеряться, на всякий случай. Вот, если хотите, конечно. Вот. Так что хороших вам выходных, хороших вам снов. Пусть вам во сне приснятся ваши самые любимые мужчины. Или самый любимый мужчина, которого вы хотели бы видеть. Вижу. Сейчас посмотрим. Подсказку видела. Алдына, добрый вечер. Про сообщение. Вопрос. Алдына, сейчас посмотрим. Видел ли он сообщение, да? Видел. Он видел ваше сообщение. Он его, видите, получил. Это было для него сюрприз и подарок. И очень приятно. И очень приятно, был удивлен. Он вот получил это сообщение. Ему было классно и приятно. Он там не пьет ли? Кто-то сейчас выпивает. Что у меня нос чешется? Чего ему не хватает? Знаете, он увидел ваше сообщение, ему приятно, ему хотелось бы больше таких сообщений. Или не то, что больше сообщений, ему хотелось бы продолжить общаться, но у него нету денег на поездку, на дорогу, на то, чтобы приехать. У него финансовые какие-то проблемы сейчас. Он бы хотел, знаете, приехать к вам и чем-то помочь, что-то дать, чем-то помочь хотел бы. Но это как бы только у него в голове. На самом деле он не может это сделать. Понимаете, у него нету денег, у него карта вообще выходит вот по деньгам, вот у него 5 пентаклей, нету денег. Он хотел бы приехать к вам, помочь что-то сделать, но это как иллюзия, как мечта. Он этого делать не может, потому что у него нет денег, он финансово вообще никак. Понимаете? Но то, что вы написали, его, конечно, обрадует. Это для него прям... Но он пока закрыт, и он расстроен и закрылся, потому что он не может действовать пока. Будет ли он действовать? А тут пока не показано, не ясно еще пока ситуация. У него какая-то зависимая ситуация зависла, он должен с нее выйти, и тогда будет ясно. Может он просто пьет сейчас или что-то такое. У него какая-то зависимость есть, с которой нужно выйти. И не показывает дальше. Потому что ему нужно принять решение, от чего-то уйти. Да, у него есть другая. Да, вот, показали. Просто у него есть другая, я посмотрела, думаю, проверю, есть ли у него другая. У него есть другая, да. Ну, смотрите, там какие отношения. У него есть другая, но там какие-то тяжелые отношения, болезненные. Ему там тяжело.
Там какие-то тяжелые отношения. Вот между ними там, понимаете, там какие-то тяжелые... Ой, вот выходит вот он в каких отношениях. Вот у него такие отношения, да, и между ними как будто, видите, то ли проблемы жилищного характера, то ли они там ругаются. То есть, ну, как бы что-то у них в отношениях не ладится. Почему-то. Не знаю, почему это показывает. Я просто спросила, если у него другая, у него есть, да. У них что-то там не ладится. А, вот и как раз таки финансовые проблемы у них там. Вот как раз деньги и вышли. То, что денег там нет. Финансовые проблемы. А потому что там страсти нет. Страсть угасла. Ну, что-то вот так показало мне. Какие-то там трудности. Уйдет ли он от нее или нет, до конца 2023 года уйдет ли? Может уйти. Видите, это нулевой аркан, это начало, это когда начало, но просто человек идет в неизвестность, в пустоту и как бы может уйти. Есть такой шанс, говорю, что 100%, но может. Потому что шут указывает начало нового. Есть такой шанс, что может. И между вами отношения, кстати, могут быть. Ну, в дальнейшем между вами. Ну, пока лучше как бы туда дальше не заглядывать. Может, но не факт, что... Сейчас посмотрим. Он может как уйти, так и остаться. Тут, возможно, знаете, тут есть большой шанс, короче. Есть большой шанс, что уйдет, потому что дома уже... Как такового там уже ничего нет. Ну, давайте подсказку посмотрим. Подсказка для Алдыны. Подсказка. Сделай передышку. Сделай передышку. Вам виднее, что это за передышечка. Вот. Ох, что тут можно сделать, ничего себе. Спасибо большое вам тоже, спасибо большое, спасибо за вопросики ваши. Вот. Кому еще подсказки, пишите подсказка. Если нужна подсказка, просто напишите слово подсказка. Вот. Ой, на музыку вышла, музыку тут не слышно. Пусть потихоньку играет. Ну что, кому нужны подсказки, пишите подсказка. Давайте сделаем общий расклад на две позиции. Две. В каком аркане вы сейчас находитесь? То есть, что вы сейчас проживаете, какой период? И все, будем заканчивать. Что-то я зеваю. Устала, наверное. Первая позиция. В каком аркане вы сейчас находитесь? Та-дам! Ого, первая позиция. Вы находитесь в аркане мага. То есть сейчас перед вами открыты все двери, все возможности в ваших руках. Вы классный специалист, если это касается насчет работы. Вы можете двигаться в нужном вам направлении. Вы можете добиваться того, чего вы хотите. У вас сейчас столько энергии много,
что вы можете себе сейчас ставить цели и добиваться поставленных результатов прям на отлично. Прям все, что вы задумаете, очень большая возможность, что вы это все можете реализовать, потому что все возможности у вас есть. Так что вот вы сейчас в аркане 1 находитесь. Как вот, то есть как-то все возможности, все у вас есть. Все, аркан маг, он может все. И даже, кстати, если взять на работу такого человека, который вот сигнификатор маг, то он может работать, если вот у него есть идея, и ты будешь эту идею его поддерживать, то он будет работать у тебя вот как бы хорошо. Или если у него какая-то своя идея, там, разрушить компанию или что-то там свое организовать, то он всех сплотит и все пойдут за ним. То есть такой человек, то есть все, что вы захотите, все вы сможете. Поэтому задумывайте, загадывайте, записывайте то, что вы хотите добиться, и вы это можете, у вас есть возможности, если вы даже что-то не знаете, вы найдете у кого узнать. Вы найдете человека, который знает, мудрый там, и кто это уже достиг, и спросите как. Спросите, почему у меня это не вышло, вот скажи мне как надо, и все, и вам скажут, вы сделаете как надо. Кто загадал двоечку, в каком аркане вы сейчас находитесь? А двоечки. Кстати, вот вы, маги, которые однерочки, вы сейчас проживаете тот момент, когда вы можете брать ответственность за свою жизнь в свои руки и можете сейчас делать то, что вы хотите, то есть реализовывать то, что вы хотите. У вас сейчас такой аркан, то есть вот что вы хотите, действуйте, вот у вас все будет получаться, если вы будете вот это вот двигаться, активно идти к своей цели, и, в общем, все получится. Берите все в свои руки и действуйте, действуйте, главное. А здесь вот вы стоите перед выбором, здесь вы проживаете такой аркан, когда нужно сделать выбор сердцем, не деньгами, там, что там больше платят, или там, например, на этой работе я буду терпеть, но тут больше платят. Нет, здесь выбираете выбор сердцем, или там выбираете людей, да, например, один богатый, другого люблю. Да, или с родителями жить хорошо, но надо ехать как бы отдельно уже снимать жилье. То есть вы тут проживаете такой, вами выбор, вам нужно этот выбор сделать. Не с выгодой какой-то, а вот сделать сердцем, правильный выбор сделать. И вы сделаете, здесь очень большая вероятность, что вы сделаете выбор правильно. Вот, тот выбор, который вы сделаете, он будет верный. Правильное решение примите. В таком аркане вы находитесь сейчас. То есть прислушиваться нужно к сердцу, выбирать того человека, которого вы любите, и быть готовы к последствиям. Если вы переезжаете от родителей, то, естественно, новый этап начнется. Вы сделали выбор, и нужно как-то снимать квартиру. Вот. Или вы выбрали жить с человеком вместе, вот вы встречались, и вы вместе решили жить. Тут здесь тоже нужно сделать выбор и принять последствия того, что вам теперь нужно подстраиваться как-то под привычки друг к дружке, как-то вот вместе начинать жить. Ну, здесь вот человек проходит урок выбора. Правильно сделать правильный выбор, выбор сердцем. Действительно, то, что вы хотите. И здесь человек имеет право и не сделать выбор, и остаться, например, жить с родителями. Это тоже выбор, но это будут определенные тоже последствия. То есть давление родителей, там, да, контроль, там, вот как бы вот это все. Независимости 0, как бы, ну, то есть вот, делать правильный выбор своим сердцем, чтобы пойти потом дальше, вот, и учиться жизни дальше. Ну, в общем, вот, посмотрели. Резонирует на все 100, первый вариант. Благодарю вам, удачи, добра и процветания. Спасибо вам тоже, удачи, добра и процветания. Всех обнимаю, короче, и тогда давайте до субботы, до следующей. Вот, пусть у вас все получится. Сейчас еще раз посмотрю. Донатики там ответила все. Да, а то бывает такое, я убегаю, мне там донат пришел. Все, давайте, всем пока, всех люблю, целую. Увидимся в следующую субботу. Пока. Так, где тут нажать на кнопочку? Пока.